Всем привет и добро пожаловать на канал Пацаныч, где мы обозреваем компьютерное железо, периферию и гаджеты. Сегодня у нас продолжение истории КПК, и это у нас уже третья часть. Кто не в курсе, это наша серия выпусков, где мы путем перекупства железа, сборки и перепродажи собираем на комп мечты. Так что присаживайтесь поудобней и поехали! Хочу поблагодарить тех, кто дал много полезных советов из прошлого видео про 3D принтеры в комментариях. Я обязательно все это буду тестировать и со временем дам вам обратную связь. Но, конечно же, не в этом видео, а в дальнейших про 3D принтеры. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. А сейчас перейдем к нашему железу. Итак, прошлая сборка у нас была продана за 350 баксов, и человек еще хотел приобрести какой-то Беумони. У меня как раз такой был, который мне особо не нужен был и просто валялся в основном без дела. Так что я решил его продать и половину этой суммы вложить в наш с вами проект. Так что у нас к бюджету плюс 25 баксов. И давайте договоримся сразу. Цены — это вещь достаточно субъективная. У вас они могут быть одни, у меня они совсем другие на моем БУ рынке. Так что вы можете взять подобные комплектующие и собрать что-то похожее. Если у вас выйдет дешевле, я за вас буду искренне рад. Потому что у нас с ценами сейчас какой-то ахтунг. Особенно оператива, за которую просят 50 баксов, как и за SSD SATA на 512 гигабайт. Как по мне, это немножечко оверпрайс. Но выбора у нас нету, к сожалению. Приходится выискивать единичные предложения по более вкусным ценам, что получается, к сожалению, не всегда. К тому же стоило мне только продать прошлую сборку, как цены сразу полетели в небеса. И, возможно, у нас небольшой даунгрейд по порцу, но это мы еще с вами выясним в тестах. Материнка у нас B365 Pro, это у нас LGA 1151V2, про нее, я думаю, особо ничего не расскажешь. А процессор у нас 9400F, может быть, кто-то скажет, что это действительно таки даунгрейд, и что 3600 с прошлой сборки был более мощный и, возможно, будет таки прав, а может быть и нет, судить будем дальше в тестах. Как минимум то, что AM4 куда актуальнее по сей день, чем 1151, и можно было в ту же мать с прошлой сборки подкинуть какой-то пятитысячник и радоваться жизни в ближайшей перспективе. А тут хочешь апгрейд, купи Pro ценать. Вот так вот работает Intel, за что им дисреспект. Насчет памяти тут отдельный прикол. Это у нас какие-то серверные Kingston с частотой 2400. Не знаю какими таймингами, но сейчас на монтаже я наложу это дело. И потом посмотрим, смогу ли я как-то поддать джазу и немного завести их на более интересной частоте. Купил я все это в комплекте с процессором, с материнкой, понятное дело, за 115 баксов. Если покупать не комплектом, то оператива и проц по 50 каждый, и тогда бы смысла от этой сборки, в принципе, не было. В следующей сборке я, наверное, опять куплю 3600, если найду за приятную цену, потому что после продажи они опять же полетели. Но на Intel с этими ценами собирать, если сейчас как-то не особо хочется, потому что в них даже, если кто-то захочет все-таки проапгрейдиться, нет никакого смысла с этим постоянным сметным сокетом. Охлаждать это добро у нас будет вот такой вот маленький паршивенький кулерочек на 92 сантиметра, не на 120. У него 4 теплотрубки. Он у нас, кстати, абсолютно новый, так что давайте его сейчас скроем. Комплект абсолютно неинтересный. Тут у нас переходное кольцо, коннекты и вот такая башенка несчастная, как я уже сказал, на 92 сантиметра. Он серый, он не белый, но найти что-то белое под нашу белую сборочку в нашем рынке достаточно сложно. Они либо дорого, либо их просто нет. Брать черную я не хотел, серая будет немного мэчиться с серыми деталями на материнке, и будет, в принципе, все хорошо. К сожалению, да, он RGB-шный, будет у нас вот эта вот радужная фигня, но ничего поделать с этим не могу. Все же бюджет ограниченный. Для 9400 4 теплотрубки должно, в принципе, хватить. SSD у нас Gudrun CX400 на 512 гигабайт. Тут у нас 3D NAND, TLC, все дела, новый. Вроде парень порядочный. Будем видеть. Цена 40 баксов. Через 2 дня после моей покупки он уже стал 50. Я его вовремя выхватил, так что если бы я не успел, у нас бы не хватило бюджета. Корпус у нас вот такой белый, красивый аквариум от компании First Player. Название Mi 7A, что там Miku, полное название будет внизу. Такая вот рифма у нас получилась. Купил его новым за 50 бачей вместе с вертушками. Достаточно приятная цена. Все двери у нас на быстросъемах. Вот так вот раз, два, снял. Вообще шикарно. Вот такие вот у нас крепления сверху, снизу. Тут у нас каленое стекло, это не стекло. Тут задняя крышка такая плотненькая, вообще практически не играет. С вот такой вот перфорацией для обдува задней части нашей материнки и процессора. Тоже хорошо. А сзади нас встречают вот такие вот съемные разъемы для SSD SATA. Снял, поставил SATA и одел обратно. Никому она не мешает, укомплектована красиво.
Кайф. Вы можете еще снять переднюю вот эту вот стеклянную панель, но она не на быстросъемах, у нее вот здесь вот один вот такой вот винтик-упор, который надо выкрутить и вытащить ее в бок. Надо это для того, чтобы, скорее всего, просто поставить полный контур воды. У нас его не будет, так что снимать его я не вижу никакого смысла. Также у нас не будет и вертушек сверху. В прошлом видео меня ругали, что, мол, зачем ты поставил столько вертушек, железо и так холодное. Ну, поставил я их, потому что я не люблю незаконченные, скажем так, компьютеры. В данном случае нас немножечко ограничивает бюджет, и поставить наверх вертушки я попросту не могу. Надеюсь, одного вентилятора на выдув нам хватит, двух на вдув нам тоже, надеюсь, должно хватить. Перфорация большая, но работает она или нет, ответить вам честно не смогу. Будем видеть в тестах, насколько все это будет греться. В комплекте у нас подставка под видеокарту. Я хотел напечатать свою подставку, но, скорее всего, из-за расположения вертушек она тут не станет. Также, понятное дело, у нас хомуты, винтики, там, стоечки и так далее. Наклеечка у нас в комплекте и какие-то мякушки, какие-то круглые вот эти вот резинки, мякушки, не знаю для чего, это скорее всего для SSD-шника или вообще для жесткого диска. А питать все это добро будет не в цвет, конечно, но блок питания от BeQuiet на 600 Вт под названием System Power B9, не 69, так что не путать. Видеокарту я оставил на потом, урвал я этот блочок за 28 баксов. Почему вы скажете не в цвет, мне можно же было подобрать цвет, не можно было. Потому что половина бюджета белой сборки бы ушло только на блок питания белого цвета. Они стоят до хрена, просто до хрена. И 90% наверное модульные, поэтому просто невозможно в этом бюджете подобрать блок питания белого цвета. Вот так. И самое главное я оставил напоследок, это наша карточка. Тут у нас 1080 Ti от компании Gigabyte на 11 гигабайт. Белая. Звучит интересно. А еще интересно то, что комплект практически полный. Давайте сейчас продемонстрирую. Черная вот такая вот интересная коробочка, красивая. На то время это, наверное, было прям вау-вау. И комплект у нас опять же встречает еще одна, скажем так, коробочка, где лежит вся макулатура. Здесь у нас инструкция и нульцевый диск. Абсолютно нулячий, никем не тронутый. К сожалению, скорее всего, комплект был более богатый, но до нас он не дошел. Но все равно есть вот такая вот коробка, есть коробка в коробке, и это кайф. И наша 1080. Белая. Карточка немножечко такая грязненькая, ее надо будет протереть чем-то, спиртом, еще чем-то. Посмотрим. Единственное, что я не понимаю, почему у 1080 флагмана на то время не было заднего бэкплейта. У 1070 был, у нас в первой сборке было 1070, тоже от Gigabyte, и сзади бэкплейт был. Все красиво, по фэншую, а тут забыли положить, походу. Но, надеюсь, это общий вид не будет портить, хотя кого я обманываю, будет портить. Обидно. Очень обидно, к сожалению. Я думаю, все-таки можно было как минимум для красоты установить какой-то бэкплейт, карточку, флагман на секундочку того времени. Можно, конечно, попробовать напечатать, благо вы знаете, что 3D принтер у меня есть, но за этим заниматься я точно не буду. Оно не стоит того времени, которое я потрачу на создание этого бэкплейта. И если посмотреть сюда на радиатор, то можно увидеть достаточно свежие термопрокладки. Надеюсь, она обслуженная, видно, что она скрывалась, так что надеюсь, ничего плохого как минимум нету, и мне не придется в нее залазить, чтобы что-то почистить, а тем более не придется ее ремонтировать. Очень на это надеюсь, что никаких проблем не будет. А карточку я приобрел за $135, так что в бюджет я вошел копеечка в копеечку. А мы с вами сейчас приступим к сборке, так что поехали!
Компьютер собран, такая красота у нас получилась. К сожалению, я проглядел и не увидел, что в комплекте с блоком питания не идет провод питания. Не знаю, что это за манечка, и никто не ложит провод к блоку питания. Напишите, пожалуйста, комментарий, а вы ложите в комплекте с блоком питания комплектный провод. И, к сожалению, подставка под видеокарту у нас тоже не подошла. Да, видеокарта легкая, и проблем с этим, я думаю, никаких не будет. Она не провисает, тем более провод чуть-чуть поддерживает, и стандартные, скажем так, крепления тоже все поддерживает. Но это таки не все, и надо делать тесты. Так что я иду устанавливать все необходимое, включая, естественно, нашу винду. А если вы ищете место, где можно приобрести Windows 10 Home и Pro или Windows 11 с легальными действительными лицензиями, сейчас проходит супер распродажа CaseFan, где вы можете получить огромные скидки. К тому же при помощи моего промокода LLG52 вы получите скидку в 52%, и Windows 10 Pro стоит всего 9,27. Если вы покупаете пакет Windows 10 Pro в количестве 2 штук, то цена составляет всего 8,05 за каждый. Так что не забудьте при оформлении про промокод, а ссылки на все полезное и сам промокод будут в описании и в закрепленных комментариях под видео. А мы продолжим настройку, установку, ну и посмотрим, как он работает. Поехали! Начнем с AIDA по оперативе працуй карточки. Кому интересно, ставьте на паузу, изучайте. По бенчу тут особо ничего не добавишь, не прибавишь. Выдает он в районе 120 форбсов. Температуры по хотспоту в максимуме у нас 80+, а по чипу до 70. Лезть в карту мне не надо, и, как по мне, это уже хорошо. В OCCT я выбрал тест по питанию, чтобы можно было проверить сразу и процессор, и видеокарту одновременно. Ни то, ни другое я не трогал, и они остались на заводских настройках. А сами температуры у нас на процессоре составляют плюс-минус где-то 70 градусов при загрузке в 100%, и на видеокарте плюс-минус те же самые показания, все в районе 70 градусов на 100%. Тут у нас никаких проблем нету, никаких ошибок нету, все хорошо. Тест был запущен на 15 минут и пройден абсолютно успешно. А сейчас я хочу обратиться к знающим людям, которые могут подсказать какую-то нормальную программу для записи экрана. Потому что изначально я всегда использовал AMD Software, но с учетом того, что данная сборка у нас на Intel, AMD Software не работает. И поэтому мне приходилось искать другие программы типа OBS Studio, которые очень сильно роняют FPS при записи экрана, к тому же качество выходит просто отвратительное. Можете посмотреть КПК-1, там все наглядно видно, как оно портит всю эту детализацию. И само собой, статоры у нее тоже есть. Плюс-минус у меня то же самое с Ice Cream рекордером, но там ситуация куда лучше. Но, конечно, не без «но» не обошлось. В некоторых играх это просто смотреть, наверное, невозможно. И у меня другого выбора просто не было, и один из видосов я таки выложил, чтобы вы могли это увидеть, но давайте об этом чуть позже. Если у вас есть какие-то программы на примете, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях, я обязательно выслушаю, попробую, потому что пробовать абсолютно все, покупать это очень затратно. Не факт, что я вообще попаду с первого раза, как это было с Ice Cream рекордером. Деньги получится просто на ветер. Надеюсь, вы мне дадите отдельный совет, на чем можно записывать и не иметь никаких проблем в дальнейшем с монтажом. А сейчас давайте начнем с нашей любимой серии игр, а именно CD Projekt Red. Первый на очереди у нас, понятное дело, Ведьмак. Как, наверное, самая старая игра из этой линейки. Разрешение у нас 1080, трассировка у нас, понятное дело, выключена, включен XS и при этом качество ультра, а сами настройки игры высокие. Сейчас вы можете наблюдать именно вот эти вот статы из-за программы записи экрана, но на самом геймплее этого нету, так что давайте упустим этот момент и перейдем именно к нашим показаниям. А при пробежке по городу в среднем у нас получается где-то в районе 50 FPS, температура у нас что на процессоре, что на видеокарте в районе 60 градусов. Загрузка процессора у нас абсолютно 100%, при этом загрузка видеокарты достигает еле-еле иногда 50. Да, есть просадки на самой площади в некоторых людных местах, но в среднем всегда в районе 50. Когда мы выбираемся уже из города, в данном случае мы находимся в воде, то тут сразу мы можем увидеть, что у нас выросла и FPS, и загруженность по видеокарте. Но при этом загруженность по процессору не изменилась. И можно сказать, что в открытом мире у нас все-таки больше задействована видеокарта. Поэтому неудивительно, что она тут работает больше, чем в самом городе. А также во время боев у нас, в принципе, ничего не поменялось. Так что можно подвести итоги, что эта игра может полностью загрузить наш процессор, и при этом видеокарта в основном будет недозагруженной. В Киберпанке у нас опять XS, но уже на качество. Опять же 1080 при высоких настройках самой игры. И при старте нас встречает 50 плюс FPS, но стабилизируется ближе к 70 до боя. И как только начинаются боевки, все сразу падает до 60, и это, как по мне, таки играбельно. Скажем так, консольный гейминг. Не знаю, стоит ли этот консольный гейминг своих денег, но то, что он выходит более универсальный, чем сама консоль, так это факт.
И тут прибегаем к секшопу, и, как всегда, мое любимое место, где людей вбивают в дверь и просто багуются в текстуры. Ну и видим, как во время замеса мы постоянно имеем до 60 FPS при загрузке карты, иногда чуть выше 50%. Бенчмарк Киберпанка я решил вообще пропустить, потому что в большинстве случаев он показывает выше 60 и средний FPS набрал аж 71, даже ближе к 72. Чего в принципе у нас не получается в самом главном, а это в боях. И давайте перейдем к нашему кольцу. На кольце мы видим уже меньше 50 FPS во время загруженного трафика, к тому же он выставлен не на максимум в настройках, и при этом 40+ мы все же имеем. Опять же, это очень даже играбельно и в принципе достойно карточки своих годов. Итак, следующая на очереди все еще достаточно свежая Horizon Forbidden West. Настройки, как всегда, 1920 на 1080, XS, в принципе ничего нового. Перейдем сразу к бою. И тут хочу предупредить, что есть вот эти вот статоры во время записи, но в бою еще терпимо. Тут мы имеем все те же в районе средних 50 FPS, оно то падает до 40, то поднимается до 60, загрузка процессора у нас составляет все 100%, а загрузка видеокарты порой выглядит интереснее, чем в Киберпанке. И иногда загружает ее на 100%. Так что если тут поставить какой-то более интересный проц, то мы бы смогли загрузить карточку, наверное, на максимум. Во время полета запись экрана очень сильно начала лагать, но такого в игре вообще и близко нет. Именно об этом я и говорил, и самое интересное, что с Horizon самая большая проблема. Это была моя 4-я попытка записи, и при этом она получилась лучше всех. Хотя бы бой было видно. В прошлые разы даже этого не было видно, а сроки по ролику у меня, если честно, уже поджимают. Я решил это оставить, чтобы вы дали мне какой-то хотя бы совет по этому поводу. Давайте, наверное, на этом прервемся и перейдем к другой игре. А это у нас Человек-паук. Настройки абсолютно те же самые, что и были в прошлых играх, а это опять XS. Опять 1920 на 1080, настройки высокие, так что поехали. И здесь уже видеокарта открывается куда лучше, чем в прошлых играх. Тут и процессор, и видеокарта загружены абсолютно на 100% во время боя. Да, конечно, это не сказать, что свободный мир, но цифры есть цифры, так что с ними особо не поспоришь. В свободном мире может быть чуть-чуть лучше, а может быть, в принципе, даже и хуже. Ну а как по мне, все равно 50-60 FPS это очень даже играбельный результат, и вы можете спокойно в это играть на этой видеокарте, и как можете заметить, статоров тут нет. Хотя записывалось все на один и тот же рекордер, на одной и той же винде, на одном и том же железе. Не знаю, с чем это связано, видимо, Horizon не дружит с Ice Cream рекордером. Надо найти рекордер получше, потому что с этим явно проблемы. И мне порой кажется, что плавности и записи тоже особо нет даже в Spider-Man. В любом случае, буду рад вашему совету, что лучше использовать для записи на самом Intel. И подходит ли запись экрана при помощи тройной утилиты NVIDIA. Ну и в полете, как видите, опять же, ничего не меняется. Да, это, конечно, еще миссия, не свободный режим, но не думаю, что сильно что-то изменится, если мы перейдем в свободный режим. Но давайте перейдем к другой игре, где будет больше свободного режима. А это у нас, по настройкам у нас опять же Intel XS, режим масштабирования качества, Frame Generation X2. А вот настройки почему-то автоматом выбрал Ultra. Ну и, понятное дело, без трассировки лучей. Тут вначале сразу мы видим 80 FPS и максимально сразу же был стат, но мне кажется, это первая загрузка игры и в дальнейшем никаких проблем не было. В Hogsmeade мы видим, что загрузка карты скачет как хочет, то 50, то 100%, в основном колеблется, конечно, в районе 70. А загрузка процессора, как и везде, у нас составляет 100%, при этом FPS у нас в принципе очень даже играбельнее, опять же, как я и говорил, консольный гейминг все еще иногда даже выше. А вот за пределами Hogsmeade все гораздо интереснее. Загрузка видеокарты и процессора у нас 100%. Тут мы видим, при полете у нас идет и 90 FPS, это очень даже приятный результат. Иногда, да, конечно, падает до 80, но это бывает достаточно редко. И эта видеокарта показывает себя в этой игре лучше, чем в любых других. Это может быть потому, что она лицензирована и скачана со Steam. Этого я, конечно, не отменяю, потому что она постоянно обновляется, постоянно какие-то патчи и так далее, чего нет в других играх пираток. А все остальные игры у меня именно пиратки. К сожалению, пока что я не могу себе позволить лицензированные игры ни по времени, чтобы в них играть, ни по кошельку, потому что средства уходят совсем на иные вещи. Во время боя у нас все те же 80 FPS, все стабильно, все хорошо. В моментах у нас даже загруженность падает до 80%, что карта, что процессор, так что можно смело говорить, что этого проца почти хватает для того, чтобы комфортно играть на ультрах при разрешении Full HD. Лично я результатом доволен, ожидал куда худшего результата, никаких лагов, запускается, так что с 10400F, мне кажется, это будет просто идеальное соотношение. Надеюсь, в скором времени это с вами обязательно протестирую. Вот такой вот симпатичный ПК у нас получился. Тесты, конечно, спорные, как по мне, пиратка сильно роляет.
Но, как я сказал, что сейчас средства уходят совсем в другое русло, и большая часть уходит на создание самого контента и покупку оборудования в перспективе. YouTube все-таки это не дешевое дело. Если вы хотите помочь каналу, закреп будет где-то в описании внизу. Как и ссылка на мой телеграм-канал, где вы сможете найти что-то полезное из мира технологий. Итак, мои выводы. 9400F оказался мало слабоват во многих сценариях для 1080, и для этой карты нужно хотя бы 10400F. И интересно было бы, конечно, попробовать связку с 3600, но об этом, наверное, попробуем в другом видео. Мне, если честно, не понравилось работать с Intel после того, как ты сделал пару сборок на Ryzen, сам сидишь на Ryzen и привыкаешь с ним работать. Intel после этого становится каким-то отсталым, для него надо искать нормальные лицензированные программы по записи видео с экрана. А знаете, где можно найти лицензированные ключи для винды? Правильно, у моих друзей CaseFan. К тому же, у них сейчас акции еще больше даже, чем когда я записывал эту вставочку. Так что используйте мой промо LLG52 и вы получите скидку в 52%. Что-то я заговорился. Конечно, насчет Intel это только тут в голове. Но все же приятнее, конечно, когда у вас все драйвера, программа для разгона, все по сути в одном приложении, вы качаете, устанавливаете, все работает, все прекрасно, и не надо со всех источников собирать по одной программке. Так вот, из минусов мы уже, скажем так, отметили слабый процессор. Новее сюда в лицей того же 10400 уже не вкинешь, а если вкидывать что-то наподобие 9700, то нужно менять как минимум охлад. Тут у нас немножечко тупик, к тому же цена за i7 у нас сегодня на БУ рынке составляет где-то в районе 100 баксов, что, как по мне, переборище, и за эти деньги можно взять 7500F. Конечно, оперативка будет конская, но хотя бы будущее для апгрейда у вас будет, в отличие от вот этой матери. Тем более на этой материнке ограничение по частоте памяти до 2666. Это, в принципе, тоже можно отнести к минусу. Также в этом корпусе нет контроллера RGB, и все вертушки подключены к матери. Пока что, как регулировать RGB на ней я не нашел, а на программу Osrocker ругается сама винда, мол, неправильно установлена прога. Я, конечно, нашел, как обойти это все дело, а так это или нет, дам позже обратную связь или в следующей сборке КПК, или уже в моем телеграм-канале. Так что подписывайтесь на все источники, чтобы не пропустить. Я еще допилю напильником его и только потом выставлю на продажу. С охлаждением тут абсолютно все ровно, корпус либо хорошо охлаждается, либо просто холодное железо. И одно, и другое, в принципе, достаточно актуально. Работа карты NVIDIA 1080 Ti мне понравилась куда больше, чем даже Ryzen 6900 XT. В плане того, что на Ryzen 6900 XT в том же Хогвартсе такое ощущение, что у вас какой-то там туман. Этого нету на 1080, и надеюсь, я в дальнейшем перейду на карты NVIDIA, потому что это, конечно, немного замуливает саму игру и немножечко неприятный такой маленький осадочек. Надеюсь, в следующей сборке железо еще не подорожает, потому что в этот раз оно подорожало, и собрать на том же самом 3600 или что-то интереснее в лице 10400 или уже в следующем поколении 11 не составило возможно. Я уже глянул цены, хотя компьютер даже не выставил на продажу, и, если честно, меня все расстроило. Но будем видеть, за сколько он продастся, буду сейчас прицениваться, сколько он вообще стоит, и продавать уже по рынку. Я все-таки хочу подниматься по железной лестнице на трон королю игровых процессоров, именуемый Ryzen 3D рожденный, и не буду на этом останавливаться. Так что до новых встреч в новом видео, и всем пока!